Coming from the far right, Javier Milei won a convincing victory in yesterday's presidential election. This woman says she supports Milei because she's looking for change in Argentina. Недавно в Аргентине победил, угадайте кто? Анархокапиталист нафиг. Ох, пипец. Но зато будет о чем рассказать. Это пример человека, который пришел ко власти в трудное время. И обычно есть два путя. Либо он станет гением в политике и экономике, а Аргентина в списке синонимов к словам экономическое благополучие, отсутствие коррупции и финансовая грамотность и близко не стояла, потому что это не слова, а словосочетание, а еще из-за недальновидной политики предыдущих властей. Либо он погрязнет в коррупции, и это будет такой же провал, как у его коллег. Только с треском, ну, тогда уже коллег. А вы знали, насколько хорошо я могу подводить к теме? Все верно, телеграм-канал, где заседаю я и моя команда. Там всякие очень интересные факты от Матвея и новости от меня. Так вот, пока о плодах его реформ знать мы ничего не можем. Его вот только-только избрали. Так что анализируем его предвыборную кампанию и всякие смешнявые ролики. Минуточку. Чё я его называю от третьего лица? Прошу знакомиться, это Хавьер Милей, новый президент Аргентины. Конечно, вы могли прочитать оглавление, но это не важно. Немного о предвыборной кампании этого чела. Я посмотрел пару роликов на испанском с субтитрами на пиндосском, потому что без них я не понимаю эти губные фрикативы. И специально для вас перевел все на наш необъятный. Nuestros ejes fundamentales son el libre comercio, la paz, la libertad y alinearnos con Occidente, digamos, donde los máximos referentes en esto para nosotros son Estados Unidos e Israel. Y en cuanto a China, es uno de los socios principales de comercio. Bueno, serán socios comerciales del sector privado. Nosotros no hacemos pacto con comunistas. Pero entonces, ¿qué harías? O sea, ¿no cerrarías las relaciones de Argentina con China? Yo no promovería la relación con comunistas, ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China. O sea, para Venezuela vas a cambiar la política. Obviamente. Claramente. Так вот, что это за мужик? Это ультраправый либертарианец, настроенный против Китая, России и вступления страны в БРИКС, но за Израиль и США. Вообще, он решил очень смело побороться с девальвацией местной валюты, аргентинского песо, запланировав переход на доллар. В отличие от Зимбабве и Пуэрто-Рико, у него могла быть альтернатива в виде БРИКСа, ну, типа валюта БРИКС. Однако фиг еще знает, когда она появится, даже официального названия нет. А доллар тут как тут, был, есть и будет отличным средством платежа. Он также хочет сократить расходы на всяких депутатах и подобных им, потому распустил кучу министерств, что явно не столь хорошо, так как наравне с Министерством женщин и гендерного развития было также Министерство транспорта. Я в Аргентине не был, зато там был официальный рейтинг стран по качеству транспорта. Какую строку занимает Аргентина? Ниже Руанды. А, нет, Руанду не трогаем, и вот почему. Ниже Таджикистана, Уганды, Гвинеи и даже миллиардной Индии. Однако путешественники, которые тоже там были, говорят, что Буэнос-Айрес один из лучших городов по системе транспорта. Но столица не равно страна, а потому распуск Министерства транспорта был ошибкой, даже если он ничего не делал, прям как у нас. Ладно, не буду распространять фейки. Своими фейками Винкс с вами поделится Ingenious Trafi. Вернемся к последним проблемам, которые он обязался решить. Милей собрался покончить с огромным числом бедных. Нет, не путем гильотины, а более джедайским методом обогащения. И с инфляцией, процент которой выше нашей, русской, в 10 раз. Понравился народу Милей своим экстраординарным поведением, нестандартной политикой и безумной предвыборной кампанией. Ну а ваш покорный слуга пойдет клепать ролики, которые я вам сильно задолжал. Адьос!